Здравствуйте, вы на канале Мир это просто. Меня зовут Алексей Борода. Вот это вот красотища у меня в руках неспроста. Мы сегодня проговорим по стрельбу по тарелочкам. Ну, вы поняли, о чем я. Мы, кстати говоря, находимся в Ловчем, что в городе Тольятти. С нами сегодня Александр Федорович. Здравствуйте. Добрый день. Да, собственно говоря, собственник этого места. Он нам сегодня с вами и расскажет про это направление. Поехали. Александр Федорович, начнем. Вот для людей мы, да? Я вот ничего не понимаю в тарелочках в этих. Говорят, что это какой-то олимпийский вид спорта, по кому-то куда-то надо стрелять, по каким-то тарелочкам. Давайте прям начнем с азов. Вот приехал к вам человек сюда, в Ловчий, да? Кстати, ссылочки все в описании же мы оставляем. И хочет начать стрельбу по тарелочкам. Для этого ему надо какую-то галерею снять, да? Да, То есть площадку. вот у нас тут несколько площадок. А сколько их, кстати, здесь? 8. 8. 8, ребята. Согласно требованиям для проведения чемпионата России. Не менее 8. Вот даже так. Вот, то есть ему надо подойти, зарегистрироваться, соответственно. Если у человека нет своего оружия. Есть инструктора сертифицированные для этого, которые научат и покажут. И покажет. И еще и оружие можно взять в аренду. Безусловно, да. Вот. Безусловно. То есть, соответственно, имейте в виду, то есть, если вы где-то услышали что-то, там, хотим вот пострелять, ко мне часто, кстати говоря, подходит, ой, хотим в Ловчий, там, как попасть. Ну, ссылочки, повторюсь, все в описании будут. То есть, приехали, парковочка. Кстати, про Ловчий мы отдельно презентацию снимем, посмотрите на канале. Все, что здесь есть, сейчас перечислять не будем, потому что, ну, очень много всего, отдельный ролик будет. Так, приехали, припарковались, зашли, значит, там приятная девушка у нас всегда сидит. Соответственно, лучше заранее позвонить, записаться. Безусловно. Да. Особенно кстати. выходные дни. Особенно, да, потому что я сам тут приезжаю периодически, и тут, конечно, ну, понятно, место хорошее, оно не может быть пустым. Логично. Так, соответственно, оружие мы взяли, инструктора мы взяли, оплатили. Александр Федорович, примерно по деньгам, что сколько стоит? Вот, например, час вот оружие арендовать. Примерно. Аренда оружия стоит недорого, там порядка 500 рублей. Ух ты, вообще, да. Да, это, причем оружие хорошее, итальянское, немецкое, бельгийское. С этим проблем нет. Вот. Что касается выстрелом мы называем это патрон-мишень. Будет стоить примерно 45 рублей. Для гостей. Это не точно. Плюс-минус, Да, скажем да. так, плюс-минус. То есть, условно, 100 тарелок отстрелять где-то примерно 5000. Ну, примерно, плюс-минус. Ну, да. Чуть да, дороже, да, может, да, чуть да. дешевле. Опять же, ребят, мы снимаем в 2023 году, когда люди его посмотрят, неизвестно. Поэтому мы сейчас говорим просто про примерные цены. Чтобы люди не думали, что это 100 тысяч рублей стоит один раз приехать. Нет, Вот это не именно для стоит 100 этого. тысяч рублей, да, это какие-то там приемлемые деньги. Понятное дело, что любой вид спорта в России, он не будет дешевым, Да. вот, а уж тем более стрелковый. Уж тем более, да. Да, поэтому какие-то разумные цены, они есть, и там, количество патронов, там 50-100 выстрелов сделать под руководством хорошего инструктора, это большая польза для тех, кто там хотел бы научиться стрелять, и чувствует себя уверенно на охоте. Это вполне достаточно. Отсюда мы сразу перетечку такую сделаем. То есть этим занимаются не только спортсмены, но и охотники. Да, безусловно. Потому что это у нас имитация, грубо говоря, вот взлеты, наверное, да, там пролеты какого-то там. Я не изначально охотник. это же была стрельба для любителей, да, не для спортсменов. Она там называется там сейчас и сейчас спортивно-охотничья. Вот, а потом это уже переросло в большой серьезный профессиональный спорт. И сегодня там проводятся чемпионаты мира, Европы и так далее. Поэтому, но изначально это все было сделано для охотников. Для охотников, вот. Поэтому, соответственно, тарелочка летит с имитацией разных там видов. Совершенно верно. Да, туда-сюда. Вы хороший специалист в этой Не-не-не, области. нет, совершенно нет. Это я так вот, примерно плюс-минус. Так, дальше тогда едем. Вот обычный человек вот купил, например, МР-18, например, да, вот, ну вот обычные ружья. С ними можно попробовать? Можно и с ними попробовать, но, безусловно, баланс этих ружей, он не способствует, я полагаю, такому хорошему точному выстрелу по движущейся мишени. Вот, для этого есть более там, дорогие экземпляры, в том числе и отечественные. Но впереди планеты всей это, конечно, итальянцы, немцы. Это, да.
Тут Да надо тут- отдать. Да. Да, если компания компания Берета насчитывает свою историю там около 500 лет, Ой, да. о чем я совсем недавно узнал, даже представить себе не мог, что Да, которые они такая выкупили история. Бенелли, кстати говоря, Да, да, там, да. да, еще там целая история. Так, Александр Федорович, я все-таки акцентирую. Вот охотник. М. Охотиться, да, понятно, что я там спортсмен, но все-таки охотиться можно вот с любым из этих оружий. Абсолютно. Да, и вот, ну, купил какой-то вот человек, вот достался ему там сайга, даже та же самая, 12-я. То есть, ну, все равно с ней можно прийти и отточить свой Да, навык. Вот, да, ну, вот безусловно, да. хочется человеку на утку с ней. Да. Ну, вот все вот говорят, не надо, он говорит, вот хочу и все, вот залпом ее. Главное условие — это 12-й калибр, потому что другие калибры в этой спортивно-охотничьей стрельбе не используют, только Вот. 12-й, да. Так что имейте в виду, кто обладатели там 16-го, 20-го калибра, ну и так далее, мы не предоставим такую услугу. Но если вы Вот. придете со своим патроном 16 или 20 калибра, то, пожалуйста, под чутким руководством наших опытных инструкторов вы попробуйте свое оружие в своих калибрах. Вот важный момент, потому что я тоже, например, этого совершенно не знал. Кстати, здесь проводился крутейший чемпионат, да, вот в эти выходные. Кубок России. Сколько было народу? 332 человека. 332 человека. Ну, кто со спортом не связан, ребята, это очень много. Я даже сюда, если честно, мы даже заезжать не стали, потому что, ну, это просто там машины где-то вон там вот парковались. Это, ну, понятно, говорит о, во-первых, уровне места. Безусловно. Это понятно. Это говорит о том, что много людей занимаются этим видом спорта. Безусловно. Да, то есть людям нравится. Да, это говорит о том, что, к сожалению, там европейские и другие площадки закрыты. Поэтому стрелкам все равно нужна практика соревновательная. 100%. Поэтому они стали перемещаться больше внутри страны. Мгм. Соответственно, количество людей растет. Ну, плюс то, что вы сказали, это очень популярное место Тольятти. Оно очень удобное по логистике. Это очень важный момент сегодня, потому Да. что спорт не из дешевых. И любое перемещение там, на более там, дальнее расстояние всегда это затрат. Да. А Тольятти, он находится в центре России, в радиусе 1000 километров, в любую сторону находятся все стрелковые регионы. И Ну да. люди приезжают и с Урала, и с юга, с Волгограда, Ростова, Краснодара. Даже с Калининграда прилетала команда, с Якутии, с Мурманска. В общем, Да, якутов я тот видел, к вам заезжал, Да, как да, раз да. сидели, я говорю, что, снайпера же? Да, Они да. говорят, мы все стреляем. И знаменитый якут Макаров Аял, который уже не молодой парень, ему 56 лет. Вот я его он и видел, чемпион кстати, мира я его и Европы. видел. Он и выиграл главный приз — автомобиль Нива. Ну, кто бы сомневался. Да, Я кто его бы и видел, сомневался. как раз аккуратно сидел, знал, видимо, что-то заранее. Так, слушайте, интересно, какие-то всплывают. А теперь давайте, знаете, как еще разделим. Я где-то слышал, что, оказывается, разные бывают нормативы, что ли, как, или даже разные спорты внутри стрельбы по тарелочкам. То есть Да. бывает какой-то спортинг, там еще Есть, что-то. да, давайте я сейчас поясню. Ага. Есть такое понятие стендовая стрельба. Ага. В стендовой стрельбе включены олимпийские виды. Ага. Это трап и скит, так называемые. Поэтому, когда проходят Олимпиады, эти два вида стрельбы там стреляются. Там еще был один такой вид стрельбы — дубль-трап. Но это долго объяснять. Я думаю, что для охотников и любителей, может быть, такая будет лишняя информация. А вот что касается спортинг, то, что мы культивируем, его придумали в Англии более 100 лет назад. Это как раз те люди, которые не стали там великими спортсменами, олимпийцами, но при этом достаточно любят эту стрельбу. Они придумали себе, поначалу это была такая развлекательная стрельба, а потом которая переросла таки в профессиональный вид спорта. Вот. И спортинг подразделяется еще на три подвида, так назовем. Это компакт-спортинг, то есть это вот то, что у нас за спиной. 5 стрелковых мест, и стрелки становятся, там перемещаются, принимая там мишени. Есть большой спортинг, там уже соответствующее расстояние мишеней, и за 60, и за 70, и за 80 метров. Ох ты, И, хорошо. Да, сегодня попробую вам продемонстрировать, что охотничье ружье или спортивное ружье, как угодно, патрон 7,5 дробь, вполне реально поражать мишени на расстоянии 70 метров. Для многих это тоже удивительная вещь, но это так. Вот. И есть так называемая дуплетная стрельба, там подаются мишени только в дуплете. Ух ты. Да, это сложно, то есть один патрон, одна мишень. Вот. И
ошибок не должно быть, если вы хотите выиграть турнир. Вот. И этот вид, он очень-очень популярен во всем мире. Чемпионат мира собирает порядка 1200 человек, причем любой желающий может заявиться. Очень Кто-то мощно. является членом там, федерации местных, федерации международной и так далее. В этом никаких сложностей нет. Вот. И если вы стреляете какие-то олимпийские виды спорта, понятно, что там отборы, все это сложно, и не каждый может посвятить все свое время свободно и стать профессиональным спортсменом. А здесь вот такой любительский спорт, который доступен всем. Там, скажем, от 12-14 лет дети стреляют и до глубоких стариков даже не хочется называть, потому что это тяжелый тоже достаточно вид спорта физически. Растянуть себя на 3-4 дня стрельб это сложно, и поэтому, когда людям там и 70, и 75 лет, и они стреляют там в своих категориях, это приятно смотреть, и это замечательные люди, которые вот так любят свой спорт. Ну да. Ну вот, то есть, оказывается, у нас 3, грубо говоря, основных направления, как вы сказали. Я-то вообще думал, типа, что-то одну, какие-то тарелочки, кто-то что-то стреляет. То есть есть какие-то нормы, да, для... Да, это все виды по тарелочкам, как вы их называете, да, там по летящим тарелочкам, вот, которые имитируют там полет птиц, там фазана или бег зайца, или еще как-то там стараются устроители, архитекторы, дизайнеры этих полетов сделать вот все, чтобы это было приближено к охоте. Или, например, там машинки стоят за укрытиями, машинки, я имею в виду те, которые запускают мишень, чтобы ее не было видно, чтобы это было достаточно там неожиданно. Вот, и это такой свой кайф люди находят в этом, гуляя по природе со своими коллегами, друзьями, партнерами, постреливая, при этом кто-то получает медали, кубки, в их честь поднимают государственные флаги, чью страну они представляют, соответственно, там гимн государственный и так далее. Это очень трогательно всегда и очень так впечатляет все это дело. И очень-очень популярный во всем мире. Причем и в Европе, и в Штатах, и в России, и в Африке сейчас очень много хороших ведущих спортсменов появилось. Вот они проводят очень красивые, интересные турниры. Люди ездят. В Африке? В Африке, да. Вот эта информация меня сейчас шокировала. Да. То есть они уже не копьями стреляют по тарелкам, соответственно, а из ружей вполне себе, да? Совершенно верно, да. Вот сейчас проходили турниры в ЮАР, в Зимбабве, очень популярные турниры, в Эмиратах. Шейхи устраивают такие прям показательные стрельбы, это очень круто, очень много призов, много лотерей проводят. Можно там за один удачный выстрел получить какой-нибудь автомобиль типа джип или телефон, айфон. То есть, арабы любят. Да, умнички. Умнички. Так, очень интересно. Вот, кстати, интересная информация у нас. То есть это для любого человека фактически, то есть нам же бегать нигде не надо, я так понимаю. Абсолютно. Практически обстреливается обычно с одной точки, потом, например, поменяли дислокацию. Красивая, интеллигентная стрельба, где вы приходите в соответствующей одежде, в очках, в кепке, в наушниках, со своим ружьем, становитесь, отстреляли 5 мишеней, переходите на другое место, еще 5. Поэтому это не вот тебе там большая физическая нагрузка, но тем не менее она есть. Здесь больше, наверное, играет роль психологическая нагрузка. Когда рядом с вами стреляют чемпионы мира, Европы, а вы вроде как начинающий человек, понятное дело, вы волнуетесь, беспокоитесь об этом. Вот, но надо уметь держать себя в руках, надо уметь участвовать в этой борьбе. Ну а дальше только стремление побеждать. Да, ну для меня это вообще смысл соревнований как раз в этом, потому что, да, можно тренироваться 20 лет, но потом одни соревнования нормальные, и у тебя опыта больше, чем за все эти 20 лет. Ну это кто вот там не в курсе, кто там категорически против соревнований, мы советуем принимать участие. Да. Никто над вами смеяться не будет, естественно. Причем еще хотел бы добавить, очень ценен этот спорт тем, что в этом спорте есть категории спортсменов. То есть, допустим, группа А – это мастера спорта и выше. Группа Б – это там перворазрядники и кандидаты в мастера спорта. Группа С – это там начинающие там, до 2-го разряда. Соответственно, есть ветераны, суперветераны, там, юниоры, женщины. То есть каждый может найти свою категорию, то какой квалификации сегодня он соответствует, в этой квалификации он и будет стрелять. Это очень важно, это
Это правильно, я считаю, потому что не может начинающий спортсмен там тягаться сразу с чемпионом мира. Поэтому он может стать чемпионом России в группе С, но чемпионом России. А понятное дело, что результат, конечно, будет гораздо выше в группе А. Но там тоже свой чемпион России. Поэтому это и привлекает. Доступность этого спорта для любой квалификации, насколько вы подготовлены к этому спорту. Очень круто. Так, ружье у нас, Александр Федорович, ценовой диапазон, вот, например, у профессионалов какой может быть? Вы знаете, как и в любом деле, тут нет предела совершенства, но сегодня уровень мастеров спорта, скажем, это ружья Беретта, это ружья Операции, это ружья Крикхоф, это ружья Блейзер. Одни названия говорят о том, что это не дешевое оружие. От миллиона, наверное. Скажем так, наверное, от 500 тысяч и дальше там нет предела совершенства. Вот. Почему эти ружья так стоят? Понятно, что это марка и так далее. Эти ружья рассчитаны без гарантийных обслуживаний, более 100 тысяч выстрелов. Или для примера я вам скажу, что охотничье ружье рядовое типа ИЖ-27 для охотников оно рассчитано максимум на 10 тысяч выстрелов. Вот оно, да. Потому что охотник за всю свою жизнь он больше 3, 4, 5 тысяч выстрелов не сделает. Да. Да. А вот что касается вот этих дорогих оружий, там, конечно, и другой настрел можно из них делать. А для любого спортсмена крайне важно не менять оружие за свою карьеру. Потому что любая переделка оружия влечет за собой нарушение геометрии и так далее. И невозможно потом сделать абсолютно точную копию того ружья, которое у вас было изначально. Да, однозначно. Вот в этом основное различие, да. Кстати, у меня тоже эксперимент будет. Мы сегодня обязательно из этого ружья выстрелим. Да, я его 10 тысяч раз, я уже людям говорил в видео, вот таким закрытием делаю. Вот нельзя делать. Вот, я понимаю. Это абсолютно я его для этого и купил. Да, вы представляете себя ковбоем таким. Да, вот, по-стрелковски прям. Вот посмотрим, выдержит оно или нет. Пока выдержит, пока настрел тут может быть 400, может быть. Даже не болтается пока ничего. Так, понятно. То есть зачем мы платим, понятно. За количество, за качество, за то, чтобы ты с ним всю жизнь жил с этим ружьем. Да, обратите внимание, ребят, что для каждого вида спорта, связанного, скажем так, с оружием, с гладкоствольным, с резным, понятно, затыльники подбираются нужной формы. Александр Федорович, что можете сказать по этому поводу? Технологии не стоят на месте. Безусловно, из года в год в оружие добавляется какие-то новаторства, все, что связано с затворными делами и так далее, и так далее. Но хотел бы обратить ваше внимание, что вот здесь показаны, так сказать, фиксируемые ложи, да, то есть однажды сделали под какого-то стрелка, он стреляет. Да. Здесь уже стали применять гребни, которые меняют геометрию приклада. А сейчас вообще пошли такие приклады, трансформеры, которые в любой оси можно поменять. Вещь, конечно, очень дорогая. Итальянцы были, как всегда, впереди планеты всей сделали, но сегодня и одна из русских компаний делает очень достойные приклады, и они уже имеют сегодня договоренности и даже договора и контракты с английской сборной по установке этих прикладов на спортивное оружие. Сейчас ведутся переговоры с компанией Беретта. С кипрской командой, и все испытания проводят на кипрских стрельбищах, потому что Кипр является такой меккой стрелковой. Со всего мира туда едут на учебно-тренировочные сборы, там проводят чемпионаты мира, Олимпийские игры и так далее, и так далее. Поэтому все делается там. Но еще раз подчеркиваю, что русская компания сегодня очень серьезную конкуренцию составляет зарубежным компаниям. Это очень приятно. Эти ребята сюда приезжали в Тольятти, на большой Тольятти, на Кубок России. Представляли здесь свои образцы прикладов. Это, я считаю, такая революция в этом деле. Мы ссылочки на них есть же, наверное, да. Приложим в описании, я там приложу, посмотрите. Сам еще я это не смотрел, вместе с вами, грубо говоря, посмотрю. Так, а я еще все-таки к затыльнику, к форме, Александр Федорович. То есть, поскольку мы стреляем вверх, здесь как-то вот так, да, наверное, чуть-чуть сглажено.
Ну, не поэтому, потому что чем интересен спортинг, ни одна мишень ни на каком стрельбище не повторяется. Вы можете стрелять вверх, вы можете стрелять в горизонте, вы можете есть площадки и стрелять вниз. Поэтому это все индивидуально подбирается для спортсмена. Он для себя подбирает. Именно не под вид стрельбы, а именно подбирает универсальность того или иного затыльника или ложи самой. И вот то, что для него, как говорят охотники, там, да, прикладистость оружия, она вот должна присутствовать. Так, понятно. Ну, то есть, подводя, резюмируя, сейчас мы стрелять будем, попробуем, да, там я постреляю, естественно, Александр Федорович там покажет. Резюмируя, то есть любой человек может, вот ты сейчас сидишь, смотришь нас там на диване, неважно, в машине где-то, позвони, запишись, приедь, постреляй. То есть не имея даже оружия своего, чтобы понять хотя бы, надо тебе это, не надо тебе это, понравится, Да нет. и приятно побыть в этой атмосфере. Приезжают очень хорошие, достойные люди. Кто умеет стрелять, кто не умеет стрелять, это не имеет никакого значения. Вы просто почувствуете себя мужчиной, почувствуете себя охотником, добытчиком. Вы можете пострелять из других видов оружия. Есть и пистолеты, и карабины, и все что угодно. Поэтому почувствовать запах пороха и оружие вот это в своих руках, мне кажется, это... Ну, каждый мужчина должен обязательно пройти. Да, я с вами полностью согласен. Вот, то есть одним словом, приезжайте, ссылочки все повторюсь в описании, пойдем стрелять. Так, сейчас, ребят, просто вот покажем примерно, потом красоту там в подсъемах посмотрите тут всю вокруг. Просто вот чуть-чуть, как это вот вы приедете, вот, да, ой, бля, приехал, куда дальше идти. Представим, что Александр Федорович у нас приехал первый раз. Курсант. Курсант. Вот, да. Итак, мы сейчас выстрелим подлетную мишень. Она считается несложной. Она придет сюда прямо к нам, поэтому никаких сложностей не должно быть. Попробуем, продемонстрируем. Дай! Дай! Сейчас будем стрелять угонную мишень. Часто используется на всех соревнованиях. Ну, уже более такая сложная мишень. Так, сейчас продемонстрирую. Сейчас ее посмотрим сначала. Дай. Ага. Дай. Еще в осколок попробовал выстрелить. Класс. Сейчас еще раз. Дай. Промазал. Это мы вырежем. Да. Ну, давайте попробуем выстрелить дуплет. Сейчас нам одновременно запустят эту мишень, и та уже будет подлетать. Ага. Поэтому это более сложно, то, что я говорил там в интервью по поводу того, что есть такой вид дуплетная стрельба, достаточно интересный, спортивный. Да. Да. Давайте попробуем с другого ружья. Давайте. С ИШ-18 МР, извиняюсь. Да, ну это одно и то же. Да. Вот, то есть, да, имитируем, что человек приехал, вот он купил себе недорого, я купил ее там, 20 тысяч рублей, она вышла там вместе вот с тюнингом, там, 20, ладно, 23 там. Пускай. Итак, дорогие друзья, такое известное в советское время ружье ИШ-18, сейчас оно по-другому называется, МР-18, одноствольное, однозарядное. Я думаю, что все советские охотники начинали именно с такого оружия, оно было недорогое, доступное. Вот. Но, тем не менее, шансов у охотников было немного с одним стволом, с одним выстрелом. Вот. Поэтому нужно было стрелять хорошо и наверняка. И те, кто прошел эту школу, я думаю, что потом уже на вертикальных ружьях типа ИШ-12, ИШ-27, ТОС-34, вот там они уже демонстрировали свой профессиональный навык на охоте. Итак, попробуем. Так, подлетную. Дай. Вот так вот. Так что это ружье попадает. Главное, точно в цель. Ага. Вот так вот. Еще раз попробуем. Эту же цель. Да. Да, сейчас попробуем выстрелить спортивный дуплет. То есть одновременно пойдут две мишени. И при этом у меня будет очень мало времени на перезарядку. Но я постараюсь справиться с этой задачей. Дай.
Не. Во-первых, опять по привычке сюда. Ага. Так, ну угонную нам надо попасть все равно. Дай. Попал. О, красиво. Да. Так что, ребята, в ловких и натруженных руках любое оружие, которое сегодня есть на рынке, всегда из него можно попасть. Но для этого, конечно, нужны тренировки. Пусть небольшие, пусть не такие интенсивные, но тем не менее любое оружие достигнет своей цели в умелых руках. Я предлагаю что сделать. Я сейчас попробую. Вот мы опять же, да, мы для, скажем, ну для простого человека же обычно снимаем это все. Для нас, вот для граждан. Попробуем сейчас. Я попробую с МР-18 своей бахнуть, попробую с помпы своей МР, забыл, господи, 133 у меня, и попробую с Сайги бахнуть. Имитируем, что вот человек приехал с тем-то или с тем-то. Новичок. Просто новичок, вот первый раз по приколу попробовать. Я этого не делал раньше, то есть я сейчас буду первый раз стрелять по тарелочкам. Поехали. Так. Давай вот подлетную мишень. Это вот эта, которая? Да. Ага. Вот смотри, твоя цель. Вот мишень подходит. Ага. Ты подведи спокойненько, пока она не начала падать. Вот тебе надо в верхней точке в самой. Ты подведи ее сюда вот на 5 часов прям под мишень и попадешь прям в центр. Ага. Пробуем. Пробуем. Вот, ковбой. Я готов. Командуешь дай. А вот она пошла. Выстрел. Молодец. Отличный выстрел. Отличный. Центром. Центром осыпи. Да, тогда попробуем, как вот вы говорите, Александр Федорович. Угонная. 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 Попробуем? Вот под нее то же самое. То есть вот сначала посмотри ее, сейчас мы попросим. Запоминай траекторию, где она примерно на верхней части кромки леса, но лучше на нижней, которая нижняя часть. Где она проходит, а потом я скажу, что нужно сделать. Проси. Дай. Вот заметил, где она проходит? Вот твоя задача поставить на 3/4 туда. То есть ты потом должен чуть-чуть под мишень выстрелить. Вот так будет мишень, у тебя ствол будет вот так. Она вылетает сюда, ты к ней подходишь и под нижнюю кромку нажимаешь. Под нижнюю кромку. Ага, попробуем. Дай. Повыше ствол, повыше. Молодец. У тебя замечательный навык профессионального стрелка. Спасибо. Сейчас... Тебе рекомендации специалистов не нужны. Ну уж ладно. Сейчас эту попробуем помпу. Обязательно. Как раз перезарядочка. Ей, кстати, можно двойную попробовать будет. Давай. Вот, раз, два. Пробуем. Прикольно. Обязательно. А с Сайги вообще спортинг стреляет? Нет. Да ну нет, конечно, Серег. Это мы просто вот человек, вот ну заходит, вот купил вот он на единственные деньги. С многозарядных ружей стреляют, но там по правилам не должно быть не более 2 патронов, ну, то есть в стволе и в магазине. Они популярны в Европе, многозарядное оружие. Но при этом стрелки, которые стоят справа от вас, всегда недовольны, потому что после выстрела гильза улетает в этого стрелка. И поэтому они все время кочевряжутся. Ну вот, попался вот сосед с этим. Вот, поэтому сейчас на многих площадках в Европе ставят такие сетки, чтобы гильза не улетала в следующего стрелка. Так, я предлагаю также верхнюю и нижнюю стрельнуть, а потом 2. Да, как раз я 5 патронов зарядил, я еще бахнул. Так, стреляем верхнюю, да? Все помню. Ага. Дай. Молодец, отгрыз лапы утки. Ага. Дай. Это далеко. Далеко. Ну давай еще раз ее. Так, давай еще раз ее. Дай. Выше выстрел проходит, под мишень выстрели. Ага. Пробуй еще раз. Проси. Вот с него не очень, да, удобно, с того лучше. Дай. Под мишень. Видишь, уже сложнее. Да, вот казалось бы, длина ствола разница 20 сантиметров, а эффект уже вот просто на лицо. Верно, да. Так, тогда чего? Сайгу попробуем. Там вообще короткий ствол. А вот это что за плашки БЦЕ? А это вот программа для спортсмена. Он знает, что первая мишень у него будет Б, вторая С, третья Е. Вот как. Ага.
Так. Калашниковская тема, вот это. Да, 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 да. Ради нее и покупают все калаши. Это я секрет людям сейчас открываю. Че, начнем с верхней? Дай. Не пошло. Не пошло. Так, Да ничего, главное первый выстрел, надо помнить. да, Ее же, закрепи эту мишень. да. Дай. Под мишень. Я вообще, короче, не Торопись, понимаю, как она целиться. еще имеет такую хорошую скорость поступательную. Это фантастика. Ты ее должен найти, когда она вот как будто бы замирает. То Ага. есть верхняя точка ее траектории. Вот это вот по поводу охоты мы поднимали в моих видео вопрос с охотниками. По поводу охоты с сайгой. Наглядно. Я как бы объективно стреляю хорошо, просто каждому виду свое оружие, скажем так. Ну, будем говорить честно. Кто бы как там хорошо не стрелял, каждому виду стрельбы свое оружие не зря придумано людьми. То, что мужики говорят, на охоте часто встречаются охотники, которые на утку с сайгой ходят. Результат обычно такой же. Абсолютно точно. Нулевой. То есть, Ну, Пули- каждой охоте соответствующее оружие. да. Попробуем еще раз. Не торопись, ты помнишь, да, верхние точки? Ага. должны. Дай. Выстрел. Задел одну, нет? Это пыш. Пыш. Да. Я так и думал. Вот я вообще не понимаю, как с ней целиться. Давай еще дай. Слева. Вот Ты в неё ж стреляешь стреляю. Слева стреляешь. Выстрелы проходят слева. Это фантастика. Вот вам. Дай. Ну, О. еле-еле. Дай. Вот так. И Вот. осколки добили. А это доказывает. Ну, Ксения Серег, это доказывает другую вещь. Что когда человек профессионал, то, извините меня, и палка стреляет. Ну, вот по-серьезному. Тренировки, господа, сделают Да. из вас метких стрелков. Да. Дай. Нет, сейчас, подожди, еще Ох, попробуем. как откололся красиво. Дай. Попал, да? Ребят, все посмотрели наглядно. Из чего мы делаем выводы, что стрелять, в принципе, любым можно оружием, конечно, если уж вам так хочется. Но сайга для этого не очень годится, но в умелых руках и сайга годится. Но если вы, как я, скажем так, ну, вот, я, правда, честно говоря, ну как я себя тоже новичком назову, я столько тысяч уже отстрелял. Но по тарелочкам первый раз, в принципе, новичок. Да, то есть с этого все летит, с этого 50, наверное, процентов получается пока что прилетело, с этого у меня по нулям. Ничего страшного, это же первая тренировка. Да, Да. ну то есть в принципе да, если у человека для охоты, допустим, он, да, ну вот хочется, ну нет денег, скажем так, всякое в жизни бывает. Или вот любит человек, вот хочет, то можно, я думаю, и это научиться. Раз Безусловно. тренировка, два Да. тренировка, три, а потом все утки твои. Да. Ну вот, то есть я даже здесь, если честно, Александр Федорович, я же интуитивно стреляю, то есть не ну понимаешь, ружье его же не смотришь. Я даже здесь не понимаю, вообще-то я на него смотрю вверх, вообще какая-то херня, это торчит, сюда торчит, я даже не понял. Да все имеет право на жизнь, на самом деле, любое оружие. Еще раз повторюсь, что любое оружие в умелых руках, это и есть оружие. Да, однозначно. Вот такой у нас получился выпуск про стрельбу по тарелочкам. Приезжайте на Ловчий, ссылочки все в описании, стреляйте, любите свое оружие, будьте мужчинами. Спасибо большое. Вам спасибо Спасибо. большое. Пока.